Я приветствую всех любителей культуризма. Дед Мотор у микрофона. Это видео мы начнем с такой красивой европейской страны, как Швейцария. И казалось бы, а при чем здесь вообще бодибилдинг? Ведь у большинства людей эта страна ассоциируется с очень надежным швейцарским банком или с самыми лучшими в мире механическими часами. Но это еще не все. В этой стране в 1968 году появился на свет выдающийся бодибилдер с феноменальной генетикой. Это Жан-Пьер Фукс. Но, к сожалению, одна нелепая случайность переломала ему все чемпионское будущее. В наше время среди самых лучших в мире бодибилдеров почему-то нет атлетов с высоким ростом. В основном средний рост у первой в мире десятки лучших культуристов это примерно 175 сантиметров. Высокорослых там практически нет. И вот одним из немногочисленных высоких бодибилдеров является швейцарский атлет 182-сантиметровый Жан-Пьер Фукс. Но он имел не только высокий рост, но и очень большую массивность. Этим он поражал зрителей, еще будучи любителем. Как и подавляющее большинство успешных бодибилдеров, Жан начинал тренироваться с отягощениями с юного возраста, но до 16 лет успел попробовать себя и в разных игровых видах спорта. Но лучше всего у него получалось качать мышцы. Он понял, что наделен невероятной генетикой, и стал заниматься этим всерьез. Уже в 17 лет он был достаточно массивным атлетом и весил 100 килограмм. Его родители удивлялись тому, насколько быстро он увеличивался в объемах. Они даже не успевали покупать ему новую одежду, потому что из старой он вырастал буквально за месяц. При этом отец и мать Жанна были против его увлечения. Они считали это занятие весьма опасным и к тому же бесполезным. На эту тему у них постоянно возникали конфликты. Из-за этого Жан-Пьер принял решение бросить своих родителей и переехал жить к своей подруге и будущей невесте. Ее звали Карин. Стоит отметить, что Карин верила в своего бойфренда и 3 года содержала его на полном обеспечении, ожидая, что он станет чемпионом. На протяжении 3 лет, будучи на иждивении у Карин, Жан только и делал, что ел, спал и упорно тренировался. И за это время его форма улучшилась кардинально. Он даже принял участие в любительском чемпионате мира 1993 года и занял там 4-е место. А в следующем году он уже победил на турнире Мистер Юниверс. С этого момента карьера Жан-Пьера пошла на взлет. Он украшал лицевые страницы множеств журналов по бодибилдингу и стал пользоваться популярностью у различных рекламодателей. В начале 2000-х его изображение можно было также увидеть и на наших российских порошках, после которых происходило следующее. А под конец тренировки угостили меня русским протеином. Вы представляете? Господи, Арни, не томите, что же было дальше? Давайте мы лучше с вами это посмотрим. Jesus Christ! Затем, после успешных выступлений в нескольких профессиональных турнирах, Фукс получил путевку на самый престижный в мире бодибилдерский турнир Мистер Олимпия 1996 года. Он там сходу занял 8-е место. В 1997 году Жан-Пьер заключил контракт с Джо Уайдером и организовал свой собственный бизнес в Швейцарии, а также во 2-й раз принял участие в Олимпии, на которой он уже был 7-м. Соревновательный вес Фукса достигал 125 килограммов, и это был очень внушительный аргумент. После того выступления Жанну предвещали выдающееся будущее, в котором он сможет стать самым величайшим бодибилдером в мире и потеснить самого Дориана Яца. Но, к сожалению, этого не произошло. 7-е место на Олимпии так и останется самым лучшим результатом Фукса за всю его карьеру. Продвинуться дальше не дал ему один нелепый случай, который произошел с ним прямо на тренировке.
В это время с ним делали фотосессию для журнала Flex. На этой тренировке Жан качал ноги, и ему очень сильно захотелось выделиться в этом упражнении и показать журналистам, какой он сильный и могучий атлет. В общем, для этого он начал приседать со штангой, весом в 300 килограмм. Но внезапно что-то пошло не так. Жан не смог удержаться и рухнул вместе с этой тяжеленной штангой. Подбежавшие к нему на помощь люди с ужасом увидели открытую травму коленей. И это, по сути, положило конец его карьере, поскольку он получил разрыв медиальной связки левого бедра и еще один разрыв связки надколенника на правой ноге. Сам же Пьер не подал ни малейших признаков паники и спокойно дожидался врачей, и иногда даже пытался шутить. Впоследствии врачам пришлось долго и осторожно зашивать все эти разрывы. После этого Фукс еще как-то пытался вернуться в большой спорт, но все это было уже бессмысленным. Он не мог поднимать серьезные веса и работал только с маленькими нагрузками, и для него было уже невозможным достигнуть былой формы. На своем последнем турнире Мистер Олимпия в 1999 году Жан занял 15 место. Он еще 4 года безуспешно выступал на разных соревнованиях, но потом понял, что его поезд уже ушел, и он оставил все эти попытки. В 2003 году Жан-Пьер Фукс окончательно закончил свою соревновательную карьеру в бодибилдинге. Сейчас он занимается тренерской деятельностью, а также полностью сосредоточен на своем бизнесе.